Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим болезненный вопрос, который интересует очень многих. Как не работать, не терпеть унижения от начальства, попытаться стать хозяином своей жизни или хозяйкой. Как жить сегодня, если не работать? То есть какие есть способы добиться хотя бы относительной независимости и сохранить свою психику, потому что чем меньше человек сталкивается с другими людьми, негативными, токсичными, которых, к сожалению, большинство, тем, чем меньше он сталкивается с такой категорией людей, тем лучше это для сохранения своего психического и физического здоровья. Потому что от психического здоровья, состояния здоровья зависит и физическое здоровье. У человека болит тело, если он психически себя плохо чувствует. То есть человек саморазрушается. Так как же нам добиться относительной хотя бы независимости, а возможно и полной независимости, к какому возрасту это возможно, чтобы сохранить остатки своего здоровья и нормально чуть-чуть пожить, не унижаясь ни перед кем, не торопясь на работу к 8, к 9, там, не стоя на остановках, маршрутках, в метро не толкаясь нигде. То есть как этого добиться? Итак, если убрать из уравнения незаконные способы заработков, мошенничество, там, кражи, воровство или жизнь за чужой счет, то перестать работать, при этом жить достаточно комфортно, в принципе, возможно. Но здесь важна одна вещь. Вот обычно я говорю не о том, чтобы вообще ничего не делать по жизни, бездельничать, и при этом я вот хочу деньги, чтобы у меня была независимая жизнь. Нет, а о том, чтобы перестать зависеть от зарплаты, от унижения начальства, как можно меньше сталкиваться с людьми. Потому что большинство людей все-таки негативные, токсичные, это ранит нас, и к вечеру мы приходим, или к ночи, или на следующий день вообще, у кого какой график работы, мы приходим просто убитые. День за днем это нас превращает, просто уничтожает нас. Годами вот такой образ жизни нас уничтожает. Мы уже ни во что не верим, депрессия, апатия, а то еще что-нибудь похуже, какие-то психические болезни. Рассмотрим с вами наиболее реальные способы, но не все для вас применимы, это очень сложно добиться, так честно говоря. Более реальные способы рассмотрю сегодня, как добиться этой независимости, хотя бы относительной. Первое – это жить на накопленный капитал, но сначала надо потрудиться. То есть, или как вообще инвестиции позволяют перестать работать. Это классическая модель финансовой независимости, а ее аббревиатура FIRE расшифровывается как Financial Independence, Retire Early, то есть финансовая независимость, перевод, и ранний выход из работы. Ее базовый принцип финансовой независимости очень простой. Нужно тратить меньше, чем мы зарабатываем, а разницу регулярно откладывать куда-нибудь себе там дома. Можно в банке, кому как. Сохранять и в дальнейшем инвестировать, когда накопим определенную сумму. То есть идея простая. Сначала создаем капитал, нам нужно потрудиться, работать. Затем капитал у нас начинает приносить доход, если мы, например, ложим этот капитал, какую-то определенную сумму в банк, например. А далее, конечный итог, зарплата нам больше в принципе не нужна. То есть появляется возможность отказаться от работы. Но сначала мы должны поработать. И пока мы работаем, главным источником денег является наш труд. Например, у нас зарплата, это крайний случай. Я беру, например, 150 тысяч рублей в месяц. Из них человек тратит в месяц 100 тысяч рублей. Но это редко у кого такие зарплаты бывают. 100 тысяч тратим из 150, 50 тысяч инвестируем, точнее откладываем дома куда-нибудь под подушку. Через некоторое время из этих 50 тысяч у нас появляется капитал. Допустим, капитал достиг 10 миллионов рублей. Даже небольшой процент в банке уже начинает иметь значение для нашей будущей независимости. Например, 6% годовых. 10 миллионов положили в банк, 6% годовых, это получается 600 тысяч рублей в год. 600 тысяч рублей в год, в среднем это 50 тысяч рублей в месяц мы получаем не работая.
из нашего же капитала, от наших 10 миллионов, которые мы положили в банк, 6%, это 600 тысяч рублей в год, это 50 тысяч рублей в месяц. Не работаем, будем получать. Но сначала нужно накопить такую сумму, найти банк, такой процент и дальше уже получать пассивный доход. Но если у ваши расходы 100 тысяч рублей в месяц, то на 10 миллионов и 6% годовых, конечно, у вас не получится отказаться от работы. Все зависит от ваших потребностей. Если капитал вырастает до 20 миллионов рублей, например, даже в разные банки раскидать деньги, 6% от 20 миллионов – это 1 миллион 200 тысяч рублей в год, то есть условно это 100 тысяч рублей в месяц вы будете получать, не работая. Тогда уже вот этот инвестиционный доход от инвестиций уже способен покрывать значительную часть ваших расходов, если вы привыкли тратить в месяц 100 тысяч. То есть, но здесь возникает принципиально важная вещь. Работа уже перестает быть единственным источником средств к существованию, когда у нас есть доход, пассивный доход от инвестиций. То есть, в принципе, теоретически можно жить на доход капитала, не продавая сам капитал. Но это не означает гарантированно 6% ежегодно. Вы же сами понимаете, что рынки падают, инфляция меняется, возникают налоги, комиссии, крупные всякие непредвиденные расходы, не дай бог, смерть, операции, болезни какие-то серьезные. Ну вот разные вещи происходят, и уже наши планы меняются. Именно поэтому финансово независимые люди обычно не держат все деньги в одном активе. Из чего же может состоять наш капитал, который будет приносить потом доход? Это банковские депозиты, вклады в банк, о которых я говорила, облигации, акции, фонды, недвижимость, которую потом можно сдавать в аренду, недвижимая, коммерческая недвижимость, доля в бизнесе, разные комбинации всяких активов, там, например, коммерческая недвижимость, там, или, например, недвижимость простая квартиры, параллельно там банковские вклады, то есть все это пассивный доход может вам приносить. Главный недостаток, правда, получения пассивного дохода от инвестиций, но чтобы получить большой пассивный доход, нужно очень большой первоначальный капитал. Но чтобы накопить на квартиру, это нужно очень много денег, потом ее сдавать в аренду. И не на одну квартиру, нужно несколько квартир, чтобы в месяц получилась нормальная сумма. Но если уже есть одна квартира, и вы имеете возможность ее сдавать в аренду, то это уже плюс. В вашу копилку это уже маленькая независимость, она уже появляется. От работы, от начальства. Конечно, доходы от инвестиций, вот это недвижимость и прочее, это не инвестиционная гарантия, просто как математическая иллюстрация на цифрах провела, если, например, 10 миллионов рублей будет 6% годовых условно, сколько вам это будет приносить? По 50 тысяч рублей в месяц, не работая. Но у нас, понимаете, как в жизни, мы задаемся вопросом. Кто-то вот думает, как прожить на пенсию, не работая в 70 лет, а другие выходят на пенсию, условно говоря, уже в 40 лет. Смысл и концепции FIRE, в финансовой независимости, ранний выход на пенсию, в том, чтобы инвестировать в молодости, если есть на это возможность, а затем жить на доходы, на дивиденды. То есть предполагается посвятить промежуток жизни до 40 лет примерно активному заработку и сбережению. То есть не гулять по ресторанам, не ездить отдыхать, там, не тратиться на тряпки и прочие там разные процедуры, а активно сберегать, максимально экономить. Но это сложно тоже сделать. Человек психически, физически выматывается, а затем пожинать плоды своего труда. Но опять же, это все возможно. Если рационально подойти, убрать эмоции из своей жизни и с холодным расчетом как-то вот все это вот. Ну, человек же живое существо, в принципе, с холодным расчетом вот каждый день пахать месяцами, годами и холодно все вот откладывать, во всем себя ограничивать, это крайне сложно, потому что люди имеют эмоции, желания какие-то. Ну, вот надо вот четко идти к цели и ограничивать себя в этом. Нужно контролировать свои расходы, свои мысли, которые приведут к неразумным тратам. И только таким образом вы сможете копить какие-то сбережения, а потом пожинать плоды своего же труда. На все свободные деньги покупать недвижимость с помощью ипотеки, например, если процентная ставка по ипотеке низкая была бы, тоже как вариант.
Опять же, ипотека это как кабала, это только если низкая процентная ставка, но завтра она может подняться. Но есть подводные камни получения пассивного дохода от инвестиций. Например, вот для финансовой независимости раннего выхода на пенсию, вот концепция финансовой независимости, концепция FIRE, нужно иметь доходы сильно выше среднего. То есть зарплату не 32 тысячи рублей, о чем я говорила изначально, то есть это редкий случай, что 150 тысяч рублей или хотя бы 100 тысяч рублей в месяц, чтобы было что-то откладывать, чтобы хватило оплатить вам коммунал, еда, минимум одежды по необходимости, там какие-то недорогие лекарства, не ездить, не отдыхать, а все собирать. То есть на 32 тысячи рублей ничего невозможно откладывать. Хотя кто-то и умудряется из 32 тысяч рублей что-то отложить. Ну, второй риск такой концепции – это инвестиции, как говорится, без риска не бывает. Вместо квартир многие предпочитали вкладывать деньги в ценные бумаги. Но сейчас они прогорели, акции многих иностранных компаний заморожены. И чтобы инвестировать большое количество денег, придется отказывать себе в радостях прямо сейчас и потратить лучшие годы жизни, молодость на накопление. Вот здесь вот есть три минуса, конечно. Если вы хотите раннюю независимость получить, как говорится, рано выйти на пенсию и хотя бы часть жизни, остаток жизни прожить более-менее там спокойно, без лишней нервотрепки. Нервотрепка все равно будет, но ее будет уже меньше, хотя бы от начальства не будет. Вот, которые вам выпьют всю кровь, и там и сотрудников мерзких не будет, которые выпьют вам всю кровь, и у вас не останется сил ни на что, ни энергии, ни на что не останется сил, никаких желаний не будет. Второй способ добиться финансовой независимости – это с помощью недвижимости и сдачи в аренду. Это самый понятный способ, как создать доход пассивно без постоянной работы. Например, человек владеет квартирой, несколькими квартирами, дом, коммерческое помещение, ну что-нибудь из этого, парковочные места или склад, получает арендную плату. То есть, условно говоря, 3 однокомнатные квартиры, 30 тысяч рублей в месяц за однушку, это 90 тысяч рублей в месяц. 3 однокомнатные квартиры, не считая коммуналку. Арендатор коммуналку платит отдельно, сверх 30 тысяч рублей за однушку вашу. Если цена аренды, конечно, выше, то сумма пассивного дохода будет за 3 квартиры еще лучше, еще вам выгоднее. Это будет ваш пассивный доход. А работа владельца, хозяина квартиры заключается преимущественно в управлении активом, то есть квартирой, например, поиск арендаторов, ремонт, налоги, обслуживание там. То есть такой результат требует дохода, конечно, выше среднего, значительных инвестиций, всю зарплату, почти всю, нужно собирать нужные деньги, чтобы купить эти хотя бы однушки. По ипотеке или без ипотеки, ну, кто как. Или откладывать в банк, или дома собирать эти деньги. Но здесь есть важный нюанс. Аренда – это не знак равно полностью пассивный доход, потому что недвижимость может создавать вам два вида экономического дохода, результата. Арендный доход, например, 30 тысяч рублей в месяц, плюс изменение стоимости объекта. Например, квартира стоит 15 миллионов рублей, двушка, например, в Москве, да, например. После сдачи она приносит 70 тысяч рублей в месяц, это двушка. Из этих 70 тысяч нельзя считать все чистой прибылью, потому что квартира может простаивать, не сдается в аренду. Чаще всего однушки сдаются в аренду, двушки не в каждом регионе, не в каждом. Если в Москве двушка может сдаться, но если по области двушки люди не предпочитают, они дороже. Многодетная семья чаще всего выбирает однушку, потому что там дешевле аренда. То есть квартира может простаиваться, соответственно, аренду не будете получать, требовать ремонта после нерадивых арендаторов, как это часто бывает, или облагаться налогами, нуждаться в замене техники, там, терять стоимость свою, ремонт устаревший и так далее. Все это снижает стоимость арендной платы. Поэтому разумнее считать пассивным доходом не всю арендную плату, а чистый доход после всех расходов. То есть заменили технику, там, не знаю, там кинули, может, вам коммуналку не оплатили. Вот вы вычитаете все расходы, и получается ваша чистая прибыль, чистый доход пассивный от сдачи в аренду недвижимости. Почему расходы человека определяет размер необходимого капитала? Это одна из самых важных идей, вот это вот FIRE, финансовой независимости, и
ранний отказ от работы. Представим двух людей. Первый тратит в месяц 50 тысяч рублей. Годовые расходы его 600 тысяч рублей в год, по 50 тысяч. Второй тратит, например, 200 тысяч рублей в месяц. Годовые расходы 2 миллиона 400 тысяч в год. То есть второму, раз у него расходы больше на 100 тысяч, чем у первого человека, нужно в 4 раза больше ежегодно инвестиционного дохода, у него много расходов, то есть надо больше дохода иметь. Поэтому финансовая независимость — это не только вот как вам заработать больше, но и а сколько мне реально нужно для жизни. Чем меньше у вас расходов, тем больше возможностей, чем меньше потребностей, тем больше возможностей отложить побольше денег, и, если это возможно, и быстрее скопить нужные суммы для каких-то определенных целей, чтобы потом получать от этого пассивный доход. То есть меньше расход, больше доход. Быстрее откладываются деньги, быстрее собираются деньги. Поэтому вопрос, сколько вам реально нужно для жизни, нужно сокращать свои расходы. FIRE, концепция финансовой независимости, строится на 3 рычагах. Рычаг первый – увеличить доход. То есть от 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, чтобы еще больше, чтобы еще большую возможность была у вас откладывать. Рычаг второй – контролировать расходы. То есть, например, 200 тысяч рублей доход, 100 тысяч расходы, и получается 100 тысяч инвестиций. Чем меньше расходов, тем больше вы имеете возможность отложить денег. Больше суммы. Рычаг третий концепции FIRE, финансовой независимости, ранний выход с работы, это инвестировать разницу. Именно третий этап превращает заработанные деньги в капитал. То есть получается высокий доход, умеренные расходы. Чем ниже расходы, тем вам уже лучше. Регулярные инвестиции, не знаю, в банк там, или вы откладываете постепенно на квартиру, чтобы потом сдавать в аренду. Плюс ваше время равно ваш капитал, пассивный доход в конечном итоге. То есть сначала капитал растет медленно. Это психологически очень важно. Предположим, человек инвестировал 1 миллион рублей, тут даже условно 6-7% это всего 70 тысяч рублей в год. 1 миллион рублей положили в банк, 7% годовых, 70 тысяч в год ваш пассивный доход. Но когда капитал достигает, я уже говорил, 10 миллионов рублей, 7% годовых это 700 тысяч рублей в год. То есть 30 миллионов рублей капитал, даже по разным банкам раскидать, это 2 миллиона 100 тысяч рублей в год. Пассивный доход, просто не работая. И так далее, выше и выше. То есть получается интересный эффект. Вначале капитал строит сам человек, а позже капитал начинает помогать строить себя сам. Это я вам привожу цифры чисто гипотетически. Реальная доходность, она не идет ровной линией. Прям так все идеально не бывает. Перейдем к третьему способу получения пассивного дохода. Жить на дивиденды от инвестиций, на купоны и получение, от инвестиций. Доходы от инвестиций. Давайте рассмотрим, что такое вообще пассивный доход. Пассивный – это обычно доход, который не требует постоянного обмена времени на деньги, то есть не требует постоянной работы. Например, человек работает 8 часов, например, или 12 часов, получает зарплату. Если он перестал работать, зарплата исчезает. А на доходы из инвестиций там механизм получения денег другой. Капитал вкладываем в какой-то актив, не знаю, в банк, в квартиру, куда-то, и получаем доход. Например, от депозитов актив мы получаем проценты, это наш доход, не работая. Из облигаций получаем купоны, от акций получаем дивиденды и рост стоимости. От недвижимости получаем распределяемый доход, фонд недвижимости, например. От квартиры получаем арендную плату, от бизнеса получаем прибыль собственника. То есть такая схема инвестиционного капитала. То есть вкладываем в бизнес, получаем прибыль, если бизнес пошел более-менее удачно, относительно хотя бы. Но абсолютно пассивных инвестиций практически не существует. Почему? Потому что даже если человек ничего не делает ежедневно, ему все равно приходится следить за состоянием капитала, учитывать налоги, контролировать риски, пересматривать структуру своего портфеля, учитывать инфляцию, иногда менять инвестиционные инструменты.
То есть вложились там в акции, эти акции могут сгореть, вы смотрите динамику экспертов и прочее, прочее. Нужно все оттуда забрать, снять и вложить во что-то другое. За этим всем нужно следить. То есть прям вот сидеть, ничего не делать не получится. Но вот это уже более классическая модель. Деньги работают вместо меня, доход от инвестиций, когда вы получаете. Но здесь есть важное различие. Например, вот смотрите, проценты по депозиту, на примерах рассмотрим. Проценты по депозиту. Это очень просто и понятно, но ставка может снизиться. Риск. Понимаете, есть риск. Проценты снизятся, ставка снизится и меньше будете зарабатывать пассивного дохода. Облигации. Ну, можно получать купонный доход, но существуют кредитные, процентные, там разные другие риски. А что насчет акций? У акций потенциальная доходность выше, но стоимость может значительно падать. Опять же, это вот все вот риски. То есть пассивный доход, он нестабильный может быть. То есть в акциях, например, стоимость значительно может упасть, а дивиденды не гарантированы абсолютно. Доход не гарантирован абсолютно. Поэтому строить свою всю жизнь и пассивный источник дохода на одном каком-то один какой-то источник выбирать непрактично и опасно. Отмечу один момент, что главная сила инвестирования ваших денег – это сложный процент. Что это такое? Это один из важнейших механизмов накопления богатства. Например, опять же, у человека есть 1 миллион рублей. Если его капитал приносит, например, там 7% годовых, то есть первый год от 1 миллиона он получает 1 070 000 рублей, то есть доход 70 тысяч рублей, о чем я раньше говорила. Второй год уже получается на эти 7%, то есть 1 070 000 было, плюс еще 70 на второй год, уже 1 144 900 рублей. То есть доход уже 74 900, например. То есть 7% начисляются уже не на первоначальный миллион, а на эти в первый год 1 070 000, например. И так далее. То есть доход начинает приносить дополнительный доход. Это сложный процент, путем сложения процентов. Первый год вложили 1 миллион в банк, 7% от него за год это 1 070 000. Второй год эти 7% начисляются не на ваш первоначальный депозит миллион, а уже на 1 070 000, еще больше. То есть доход начинает приносить дополнительный доход. Это и называется сложный процент. То есть это как получение эффект, это получение доходности не только на первоначальную сумму, но и на ранее полученный доход. И когда же инвестиции начинают заменять нам зарплату? Можно представить несколько уровней свободы. 0%. Весь доход, 0% дохода, то есть весь доход ваша зарплата. Если перестать работать, доход будет равен нулю. 25% дохода, инвестиции уже покрывают четверть ваших расходов ежемесячных на коммуналку, еду, на что-нибудь. Потеря работы уже не означает катастрофу. Но это и помимо работы, это я говорю процентность. Если какие-то инвестиции, квартира, что-то у вас есть, даете в аренду, или не только квартиру, может в банк положили какую-то сумму, и вы знаете, что он примерно гарантированно приносит какую-то сумму, вы уже смотрите. Если 25% дохода пассивного получаете из банка или из квартиры, все, это уже потеряете работу, в принципе, это уже не катастрофа будет, хоть какая-то сумма есть. Если 50% от инвестиций пассивный доход, то уже половина расходов покрывается вашим капиталом, пассивным капиталом не работы. Человек становится еще гораздо менее зависимым от работодателя. Если 75% дохода пассивного получаете, это я уже не про работу говорю, то работать нужно еще гораздо меньше. Просто все это нужно к этому прийти и понять, осознать, на практике прожить. То есть можно уже перейти, понимаете, на неполный рабочий день, на фриланс, на собственный небольшой проект, на более спокойную работу. Ну а когда уже 100% дохода получаете, инвестиционные и другие устойчивые доходы покрывают ваши основные расходы. Вот это уже можно назвать финансовой независимостью. А почему же время иногда важнее размера первоначальной суммы, вложенной, инвестируемой вами? Представим двух людей. Человек А
Например, он начинает инвестировать в 25 лет, то есть по времени раньше. Каждый месяц вкладывает относительно небольшую сумму. Но мы сейчас не говорим про то, что он может потерять работу. Например, начал вот примерно в 25 лет инвестировать. Уже начинает откладывать небольшую сумму ежемесячно. Человек Б, если еще голова на плечах в 25 лет. Человек Б, например, второй человек, он начинает инвестировать только в 45 лет, но вкладывает значительно больше. У первого, который в 25 лет начинает откладывать деньги, есть огромное преимущество – это время. Еще пока до 45 лет есть время, он по чуть-чуть откладывает. И чем дольше деньги остаются инвестируемыми и реинвестируются, тем сильнее действует сложный процент. Поэтому инвестиции – это не столько способ быстро заработать, сколько способ постепенно превратить ваш трудовой доход в капитал, в пассивный капитал, в капитал, в квартиры и в последующем в пассивный доход. Но существует опасный момент – жизнь на капитал. Когда человек еще работает, главный вопрос – как накопить в голове. А кто-то даже не думает, как накопить, думает, как коммуналку, еду покрыть. Вот у меня такое в жизни вот бывало очень часто, постоянно практически. То есть, в общем, рассмотрим. Вот человек работает, думает, как же накопить, чтобы избавиться от этого ненавистного работодателя. После увольнения возникает другой вопрос. Как безопасно расходовать капитал десятилетиями до самой смерти? Сколько Господь Бог нам отведет. Это намного сложнее. Как безопасно расходовать, как сохранить этот капитал. Например, человек накопил 30 миллионов рублей и начинает ежегодно снимать по 2 миллиона рублей. Если рынок, а у нас все зависит от рынка, в этот момент рынок падает на 30%, то капитал уменьшается одновременно из-за падения активов плюс изъятия денег, например. Именно поэтому стратегия выхода из работы, чтобы уйти от ненавистного начальства и противного коллектива, нужно учитывать не только среднюю доходность, но и плохие годы, что бывают плохие годы. Инфляция – это тоже скрытый враг. Допустим, сегодня вам хватает 100 тысяч рублей в месяц, через 10-20 лет цены могут быть намного выше, и поэтому финансовая независимость должна рассчитываться не просто в номинальных рублях, а нужно думать, какой покупательской способности я хочу достичь. Иначе можно получить красивую цифру капитала 100 тысяч рублей, вот услышим, думаю, как хорошо, я смогу на эти деньги жить. Но через несколько десятилетий эта сумма будет вообще ни о чем, только хлеб на нее купите, например. Еще один момент – диверсификация. То есть нельзя строить всю финансовую свободу на одном активе. Например, представим человека, 100% капитала равно акции одной компании. Он получает капитал от акций одной компании. Компания терпит крах, неудачу, все, сломалась, разорвалась, ваша исчезла. Вы начинаете дергаться, вешаться и так далее. Другой вариант, 100% капитала с одной квартиры, например. Произошел, не дай бог, пожар, серьезные проблемы с объектом, или рынок недвижимости резко изменился. Никто не хочет брать в аренду квартиры или вообще за копейки ее берет. Опять возникает огромная концентрация риска. Поэтому инвесторы используют диверсификацию, то есть распределяют свой капитал между разными активами. Например, от квартиры получает другой, в банк вкладывает деньги, 2 в одном, 3 в одном, то есть комбинируют, если есть возможность такая. Опять говорю, самый важный момент. Сложно нам жить, сложно копить, сложно собирать. И если есть возможность, то деньги, чтобы лежали и в банке, и в квартире, чтобы и оттуда, как-то туда-сюда, что если, например, банк сгорит или процентная ставка копеечная или что-то там снизится, то хотя бы с квартиры получать деньги. То есть есть риски, поэтому нужно несколько активов по возможности. Мы с вами рассмотрели даже сейчас и риски инвестирования. Давайте еще раз подытожим, какие же активы могут создавать пассивный доход. Это банковский вклад. Самый простой инструмент, известный нам. Вы размещаете деньги в банке, получаете процент. То есть 10 миллионов рублей равно, например, процентный доход. 1 миллион рублей тоже какой-то процентный доход. Сколько там процентов годовых. Преимущество банковского вклада, то есть простота, понятность, относительно низкая волатильность, заранее известные условия вклада. Недостатки, что ставка банковского процента может снизиться, годовая ставка. Инфляция уменьшает реальную покупательскую способность.
доход ограничен условиями конкретного продукта. И существует ограничение страхования вклада в зависимости от страны и законодательства. Поэтому вклад, конечно, хороший инструмент. Даже пенсионеры вкладывают деньги в банк, получают проценты. Это действительно хороший инструмент для части капитала и для резервов. Но не обязательно единственный инструмент для достижения финансовой независимости. Облигации. Ну, это фактически долговой инструмент. Вы представляете деньги эмитенту, а тот выплачивает вам предусмотренный доход, тоже пассивный доход. То есть, например, государственная облигация, корпоративная облигация, муниципальная облигация или фонды облигаций. Главное преимущество – возможность получать относительно предсказуемый денежный поток. Но облигации тоже имеют риски. Эмитент, например, может испытывать финансовые проблемы, взял у вас деньги в долг, а доход не может вам приносить. Или рыночная цена облигаций может меняться в не вашу пользу. Или инфляция может уменьшать реальную доходность вашу. Или долгосрочные облигации чувствительны к изменению процентных ставок очень. То есть везде есть риски. И у акций, и банковских вкладах, облигаций. Давайте рассмотрим акции как способ получения дохода. Акции, например, это доля в компании. Инвестор может заработать двумя способами. Первое – на росте стоимости акции. Купили актив дешевле, акции дешевле, а потом рыночная стоимость выросла, заработали больше. И второй способ заработка с акций – дивиденды. Компания распределяет часть прибыли между акционерами. Например, человек владеет акциями на 10 миллионов рублей стоимостью и получает дивидендный доход. Но здесь нельзя говорить, что 10 миллионов гарантированно принесут мне столько-то денег каждый год. Нет, дивиденды могут уменьшаться, а могут вообще не выплачиваться, а цена акций может сильно падать. Опять же, есть свои риски и здесь, и в облигациях, и в банковских вкладах, в акциях. Но инвестиции в акции, облигации и фонды, они связаны с риском потери денег. То есть об этом не надо забывать. Везде есть риски. Далее рассмотрим инвестиционные фонды и ETF. Для человека, который не хочет самостоятельно выбирать десятки отдельных компаний, куда им вложиться, в акции, облигации, что им делать, существуют готовые инвестиционные фонды. Вместо того, чтобы покупать, например, Apple, плюс Microsoft, плюс Coca-Cola или Toyota и десятки других компаний, можно купить фонд, который уже содержит множество этих активов известных компаний. Это позволяет распределять риск между большим количеством компаний. То есть именно диверсификацию регуляторы и образовательные материалы для инвесторов рассматривают как один из основных способов управления риском. То есть несколько компаний в инвестиционном фонде вкладываете и туда, и туда, и туда. Что-то прогорит, а что-то выгорит. То есть где-то прибыль, где-то убыток, где-то плюс наоборот. То есть вот так вот. То есть так же, о чем я и говорила вам, что вкладываться не только рассчитывать, квартиры есть и все, а, например, еще в банк вкладываться. Но опять же, инвестиционный фонд тоже не гарантирует вам прям прибыль. Везде есть свои риски. К четвертому варианту, он не настолько актуальный, потому что это редко кто может таким образом получать там пассивный доход, это редко кто это делает. Четвертый вариант получения пассивного дохода, скорее всего, к пенсионному возрасту ближе, это продать свой бизнес, если он был, и жить на полученные деньги. То есть, например, вы уже пенсионер или даже не пенсионер, а гораздо раньше, у вас какие-то заболевания, сил больше нету, физических и психических. Дети, например, есть не хотят продолжать вести ваш бизнес. Такое часто бывает, либо, не знаю, либо у вас их нету, и вы можете продать бизнес, в принципе, и, обдумав все перед этим миллион раз, и жить на полученный доход. Это уже путь предпринимателя, человек 10, 20, 30 лет, кто как строит бизнес, если у него это получается, затем продает его, например, за 50 миллионов рублей. После этого он больше не работает в прежнем смысле, он уже не предприниматель. Если часть средств инвестированной используется там для расходов, человек может жить на свой капитал. Это наиболее, правда, реалистичный путь к настоящей финансовой независимости для предпринимателя. Но здесь парадокс. Чтобы перестать работать, сначала приходится очень много работать. Пятый способ – это получить наследство.
Ну, тоже редко это бывает. Действительно, один из способов, такой вот хороший способ. Нужно иметь того, кто оставит это наследство, и убедиться, что полученного имущества хватит для безбедной жизни. И уметь правильно еще распоряжаться этим имуществом. Если человек наследует квартиру или несколько квартир, дом, землю, бизнес, ценные бумаги или крупную сумму денег, то полученное имущество, в принципе, может обеспечить его на долгие годы. Но это нельзя считать финансовой стратегией. Наследство зависит от обстоятельств, которые человек фактически в жизни не может контролировать. Поэтому рассчитывать наследство как на план получения до самой смерти пассивного дохода – это плохая идея. Здесь есть подводные камни. Например, если нет вообще богатых родственников, то получить наследство – это как выигрыш в лотерею, один на миллион, на миллиард. Но есть люди, которые вот приезжие, вот они ухаживают за одинокими пенсионерами, потом пенсионер подписывает на них свое имущество, если у него нет детей, внуков, либо они есть, но они отказались от старика. Но тут вы столкнетесь с моральными вопросами, с осуждением людей, что вот, ухаживаешь за стариком, за чужим пенсионером, чтобы квартирку себе отобрать. Тут много вопросов со стороны людей возникнет. Могут сложиться даже сложные отношения с соседями старика, с окружающими и прочее. Как говорится, мы в мире не одни живем, а кругом окружают люди. Они имеют такие качества, как критика, осуждение. Иногда даже могут, в принципе, и спасать пенсионера, если они его много лет знали, знают ситуацию, и пришел кто-то непорядочный, кто хочет квартиру у него отобрать, посторонний, чужой. Может быть, эти соседи где-то на пользу помогут пенсионерам, образумят его. Разные ситуации бывают. Шестой способ получения пассивного дохода – это жить на обеспечении супруга как содержант или на содержании партнера. И так тоже живут. Например, один человек зарабатывает 500 тысяч рублей в месяц, а может и меньше, второй не работает. Если обоих устраивает такая модель семьи, то второй человек действительно может не иметь трудового дохода, но это совершенно не обязательно означает, что это какой-то бездельник или бездельница. То есть человек может заниматься домом, воспитывать детей, творчеством, учиться, путешествовать, заниматься благотворительностью, вести собственные проекты. Проблема здесь, конечно, не столько финансовая, здесь уже зависимость от другого человека, от его доходов, манипулятор, он абьюзер или кто он там будет шантажировать вас тем, что он содержит. Тут зависимость. Если отношения заканчиваются, то исчезнет и источник ваших денег. Это опасно. Поэтому гораздо безопаснее, когда у неработающего партнера есть собственный капитал или хотя бы какая-то профессиональная квалификация. Седьмой способ получения дохода – жить на деньги родителей. Это тоже возможно. Если родители обеспечены и готовы содержать взрослого ребенка, человек может жить в родительской квартире, получать деньги от них, пользоваться семейным имуществом, не иметь собственной работы. Но это самый зависимый вариант. Сегодня родители помогают, завтра их финансовые возможности меняются. Окружающие тоже не считают такой образ жизни социально приемлемым, осуждают. А еще очень грустно, но факт: никто не вечен. Мы все умираем. Рано или поздно можно остаться в одиночестве, и источник дохода от родителей исчезнет. Тоже опасный вариант. Восьмой вариант получения пассивного дохода – пенсия. Но заработанный доход, пассивный. Это фактически государственный вариант дохода, без обычной работы, но заработан вами. Здесь важно различать, то есть не работать и жить безбедно. Это совершенно разные вещи. Если пенсия небольшая, она обеспечивает просто существование. Не жизнь, а существование. И некомфортную жизнь чаще всего. Смотря в какой стране живете, смотря какая пенсия и какие социальные условия. Поэтому человек, который хочет действительно хорошо жить на пенсии, обычно создает дополнительный капитал заранее. Например, государственная пенсия, плюс недвижимость в аренду, плюс какие-то инвестиции в банк. Это гораздо надежнее, чем рассчитывать только на пенсию. Девятый вариант получения дохода – досрочная пенсия. Вот для некоторых профессий и категорий есть условия досрочного выхода на пенсию.
Например, некоторые госслужащие, работающие в районах Крайнего Севера, и военнослужащие, некоторые другие льготные категории, они раньше выходят на пенсию, но это не универсальный способ, он подходит не для всех. Нельзя просто решить: я хочу перестать работать в 40 лет, получать пенсию. Для этого должны существовать предусмотренные законом основания, то есть льготные категории людей. 10-й вариант — социальной выплаты. Ну, тоже разные пособия, субсидии, выплаты семьям малоимущим, региональная поддержка, льготы. Но это обычно не способ разбогатеть, хотя для кого-то способ разбогатеть, а способ уменьшить расходы. Например, ну, как бы можно расходовать с помощью вот этих вот пособий, выплаты семьи на 20-30 тысяч меньше. Это тоже экономически важно, то есть помощь с помощью социальных выплат. 11-й способ — жить очень дешево. Это на самом деле недооцененный способ. Например, один человек тратит 250 тысяч рублей в месяц, а другой способен жить и на 70 тысяч рублей в месяц. А кто-то и на 30, а кто-то на 20 тысяч рублей в месяц способен жить. То есть тот, кто меньше тратит, для него финансовая независимость, она гораздо ближе, чем тот, кто слишком много тратит. Поэтому модель FIRE, финансовой независимости и ранний выход на пенсию, строится не только вокруг увеличения ваших доходов, но и вокруг контроля и сокращения расходов. Если вы отложите, например, по 50 тысяч рублей в месяц, или по 30, или по 20, то через 12 месяцев вы можете получить хорошую сумму пассивного капитала вашего, сохраненного, сбереженного капитала. Можно и по 2000 рублей в месяц собирать в копилку, и тоже какую-то сумму на будущее. Это все капитал на будущее, сколько бы вы ни отложили. Ну, конечно, чем больше откладываете, тем лучше для вас, и быстрее вы достигнете финансовой независимости. Но есть непредвиденные обстоятельства, о которых всегда говорю, например, которые меняют всю вашу картину, и все накопленное идет, например, на лечение или еще на что-то. 12-й способ — это тоже сложно сделать, честно говоря, переехать туда, где жизнь дешевле. Интересный вариант, но реализовать сложно. Человек может получать доход от капитала в одной экономике, а жить в другой стране, где стоимость жизни значительно ниже. Переезд в регион или страны с более низкой стоимостью жизни при сохранении дохода, который получает он удаленно, или от инвестиций. Это вам позволяет значительно снизить уровень необходимых расходов и быстро достичь финансовой независимости. Например, если работа удаленная, например, где-то вы хорошо зарабатываете несколько тысяч долларов в месяц или 1000, я не знаю, в другой стране живете, где низкая коммуналка, квартплата, у вас больше возможностей сделать себе сбережения хорошие и быстрее. То есть доход от инвестиций или от удаленной работы, например, 150 тысяч, а расход на жизнь, например, 70 тысяч. Вам остается 80 тысяч рублей в карман, который вы собираете, например, на покупку квартиры, на что-то. Причем качество жизни может оказаться вполне хорошим, несмотря на то, что вы живете в стране, где гораздо меньше расходов. Поэтому финансовая независимость определяется не только размер дохода, о чем я постоянно вам говорю, но и стоимостью вашей жизни. Сколько вам нужно расходовать? Вот это главный вопрос. 13-й вариант получения дохода — это роялти или авторские права. Если человек создал актив, который продолжает приносить деньги, например, книгу, музыку, фотки, фотографии, программное обеспечение, патент, образовательный курс, франшизу, он может получать выплаты после создания продукта. Это уже ближе к настоящему пассивному доходу, но есть важное условие. Сначала нужно создать актив, авторскую работу, например, написал книгу один раз, и она уже потенциально может продаваться много лет. 14-й способ — какой-то блог вести, YouTube, сайт или другой медиаресурс, чем многие занимаются. Можно создать ресурс, который продолжает приносить деньги, например, контент, аудиторию собрать, рекламу сделать и достичь определенных условий в YouTube или в Рутубе и получать какой-то доход. У кого как получится. Но развитие блога своего в YouTube, канала, конечно, нельзя автоматически считать жизнь без работы, потому что пока человек постоянно производит контент, снимает видео, редактирует и так далее по несколько часов, это фактически ваша работа. А пассивным становится доход тогда, когда созданная система продолжает приносить вам деньги при минимальном участии владельца контента, блога или YouTube канала, или Рутуб канала. То есть вывод таков.
подытожим все сказанное мной выше, что финансовая независимость – это ситуация, когда вам не обязательно получать зарплату, чтобы оплачивать свою жизнь. Вы уже не зависите от зарплаты, от начальства и от сотрудников, которые вам уже надоели. Вот, то есть вы, в принципе, можете продолжать работать, но без напряга. Например, у вас есть пассивный доход, который закрывает хотя бы часть ваших расходов, коммуналка, еда, может, лекарства какие-то обязательно ежемесячные. Вот, и вы уже не боитесь, что вас уволят с работы, или можете сами даже уволиться тогда, когда вам уже надоест терпеть вот этих людей, которые вас обижают там годами, унижают и так далее. То есть ваше накопление активов создает достаточно денежных потоков, чтобы покрывать, например, необходимые расходы. То есть вы уже спокойно можете и увольняться при желании. Либо дальше потерпеть, но уже не так напрягаться. Как же может выглядеть условный портфель человека, который стремится к свободе, к независимости, к нашей долгожданной независимости? Например, вот очень условно. Резерв ликвидности. Это деньги на непредвиденные расходы. Нужно их рассчитывать. Облигации. Инструменты фиксированного дохода. Облигации – это более предсказуемый денежный поток, более предсказуемо вы даете в долг деньги, государство, например, оно вам доход. Акции – это диверсифицированные фонды, то есть долгосрочный рост капитала. Если это будет рост, то это вам плюс. Недвижимость ваша, арендный доход получаете, потенциальный рост стоимости – это плюс. Другие какие-то активы, может, дополнительные там. Ну, в общем, конкретные пропорции зависят от возраста страны, от налогового режима, от горизонта инвестирования, от цели, допустимого риска, от региона. Ну, вот, от этого многое зависит. Например, там аренду в Москве, арендная плата гораздо больше, чем, например, где-нибудь в регионе, там в Краснодаре, Новороссийске или где-нибудь в странах СНГ. Понятно, да? То есть выгоднее иметь квартиру в Москве. Но самая разумная стратегия и путь добиться пассивного дохода, более стабильного, вам не нужно гнаться за максимальной доходностью. Почему? Человек может подумать, если обычные инвестиции дают условно от 5 до 10% дохода, я найду способ получать 30%, что больше дохода, то есть, ну вот, я найду другой способ получать 30% дохода. То есть вы хотите гнаться за максимальной доходностью, но проблема в том, что высокая потенциальная доходность обычно означает более высокий риск. Поэтому путь к финансовой независимости – это не соревнование, кто заработает больше всех. Это путь к финансовой независимости – это, скорее всего, вот кто сможет десятилетиями сохранять и увеличивать свой капитал, не уничтожив его чрезмерным каким-то риском. То есть я хочу вас предупредить, что предложение быстро разбогатеть или обещание какой-то гарантированной высокой доходности от каких-то там пирамид, это очень тревожные признаки, не ввязывайтесь туда. Подытожим, как же выглядит путь человека к финансовой независимости. Первое – это работа. Первый этап, главный актив, ваши навыки, способность зарабатывать, какие-то сферы, страна, где больше заработки, разные удачи, неудачи и так далее. Второй этап – резерв. Создается финансовая подушка, чтобы внезапная проблема не заставила продавать инвестиции. То есть лучше, конечно, чтобы не было проблем, но я опять же говорю, внезапные риски, болезни, смерть или что-то еще там, не дай бог, и ваши планы разрушены, все, что накопили, и все на лечение идет, или еще на что-нибудь. Или в какую ситуацию там влипли, и все, что все накоплено, идет туда, куда не хотелось бы отдавать эти деньги. Третий этап – это регулярные инвестиции. Каждый месяц часть дохода превращается в капитал. Четвертый этап – это рост капитала. Начинает работать сложный процент. Пятый этап – это частичная независимость. Инвестиционный доход начинает покрывать, например, часть расходов. Ну, хоть какую-то часть, 1/4, это уже тоже относительная независимость считается. Шестой этап – это финансовая независимость. Все, доход от капитала, например, способен покрывать необходимые расходы: еда, коммунал, лекарства, ну, у кого какие расходы. Седьмой этап – ваша свобода.
Работать можно уже, но не ради выживания, не терпеть унижения, а просто потому, что нравится, или интересно, или хочется общаться, или хочется заниматься собственным делом, или хочется реализовывать идеи. Все, у вас уже все спокойно, стабильно, какой-то пассивный доход покрывает ваши основные расходы на еду, на коммунал, лекарства, на какие-то тряпки, одежды, еще там что-то. Вот, и вы уже работаете без лишнего напряга, не боитесь, что там государство закроет ваш бизнес, кто-то будет там наезжать или что-то типа того подобное, или вас будет оскорблять или унижать. Можете спокойно уволиться или закрыть свое дело. То есть работаете уже без напряга. Свобода. Самое лучшее, самое приятное, что хочется услышать. Свобода от начальства, от людей, от всего. Относительная свобода. Полной свободы никогда не бывает, но уже нам спокойнее будет, когда какой-то пассивный капитал, так спокойнее жить. Еще один момент хочу вам сказать, что финансовая независимость, опять же, в принципе, я подытожу то, что я говорила ранее, это не обязательно означает, что надо лежать на диване. Это принципиально. Человек может достичь финансовой независимости в 40 лет и продолжать работать. То есть, но теперь ситуация психологически другая. До финансовой независимости вы психологически каждый день в стрессе, я должна работать, иначе мне нечем платить за квартиру, за еду, и так далее. Куча мыслей, вечно на нервах. А после того, как у вас уже финансовая независимость, вы не зависите от этой работы, в принципе, можете ее бросить, вы уже думаете по-другому. В принципе, я могу работать, потому что мне, например, хочется, или еще дополнительные денежки, но без напряга. Это огромная разница. Психологический комфорт после финансовой независимости и психологический дискомфорт, который был, когда у вас не было финансовой пассивного дохода, какой-то подушки не было, и вы нервничаете. То есть, когда у вас уже относительно финансовая независимость, в принципе, вы можете уйти из токсичной компании, от токсичного начальника, от ненавистной профессии, от сотрудников, от постоянной гонки из зарплаты, от нервотрепки. Или можно перейти на какую-то работу, где 2-3 дня в неделю работать. Можно несколько месяцев путешествовать, можно заниматься семьей, можно учиться. Много плюсов, когда нет работы, есть финансовая независимость. Можно не обязательно работать по графику где-то. Можно открыть маленький бизнес, который не обязан приносить огромную прибыль. Именно это и является настоящей целью финансовой независимости. Не обязательно богатство какое-то, нет. А возможность самостоятельно распоряжаться своим временем. При этом есть одна очень важная психологическая ловушка. Человек может начать думать: накоплю 10 миллионов, буду свободен. Потом думает, нужно 20 миллионов, чтобы побольше пассивного дохода. Потом лучше 30. А потом, вдруг кризис, нужно 50. А потом, если я проживу до 90 лет, то нужно 100 миллионов рублей. Человек всю жизнь продолжает работать ради условной какой-то цифры свободы, которая постоянно отодвигается. Поэтому финансовая независимость должна иметь конкретное определение и тормоза. Например, когда мой капитал и другие устойчивые источники дохода способны покрывать мои базовые основные расходы, коммуналка, еда, лекарства, то я уже считаю себя финансово независимым. А уже после этого можно решать, хочется ли вам продолжать работать. Но на данный момент, в наше время, самая реалистичная модель – это частичная свобода. Полной свободы никогда не бывает. То есть не обязательно стремиться сразу к 100% пассивного дохода. Можно сначала достичь 20%, потом 40, 60, потом 80%. Например, ваши расходы составляют 120 тысяч рублей, а инвестиции дает 60 тысяч. Уже половина вашей жизни экономически не зависит от зарплаты. Если работа исчезнет, вам нужно найти не 120 тысяч рублей, а только 60 тысяч рублей. Это огромная разница. И, наконец, что действительно покупает инвестиции? На поверхности кажется, что инвестиции покупают деньги. Но в конечном итоге они покупают совершенно другое. Они покупают время. Именно время. Допустим, человеку больше не нужно работать ради оплаты своих основных базовых расходов: коммуналка, еда, лекарства. Он уже получает возможность выбирать, где жить, с кем работать, сколько работать, когда отдыхать, какие проекты принимать, от каких предложений отказываться. Поэтому финансовая независимость – это не столько про богатство.
Это про снижение зависимости от необходимости продавать свое время за деньги. То есть снижение необходимости работать на дядю Васю, так скажем. Именно поэтому инвестиции могут стать одним из инструментов вашего пути к свободе от работы. Инвестиции в банки, в депозиты, в акции, облигации, в квартиры и так далее. То есть это путь к независимости при условии, что человек понимает риски, что акции, облигации, все может рухнуть, что с квартиры может пожар быть, еще что-то там. То есть вы должны рассчитывать не на гарантированную доходность и строить капитал свой постепенно. Диверсификация, длительный горизонт, регулярное инвестирование являются базовыми принципами, которые рекомендуют и образовательные материалы для инвесторов, куда вкладывать. Короче, коротко, вся идея выглядит так. Зарабатываем, откладываем, инвестируем, реинвестируем, наращиваем свой капитал, создаем денежный поток, снижаем зависимость от зарплаты, получаем возможность выбирать, работать нам или нет. Вот эта схема. И самое интересное здесь то, что финансовая свобода начинается задолго до момента, когда человек увольняется. Она начинается тогда, когда накопленный капитал впервые начинает оплачивать хотя бы небольшую часть его жизни. А давайте поговорим, что же нам говорит Библия. Если мы не будем работать, будем жить на пассивный доход, то есть Библия за или против такого подхода к жизни? Можно ли так жить по Библии? Или Библия говорит: нет, пошите как рабы? Библия не запрещает богатство, не запрещает накопление, имущество, сколько угодно, инвестиции или доход от собственности. Она не запрещает иметь источник пассивного дохода и не работать. Она не запрещает. Но и Библия не поддерживается идеей, что хочу ничего не делать, жить за чужой счет и считать это благословением. Библия действительно говорит, нужно работать. Самый известный текст Павла: «Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Это говорится в послании к фессалоникийцам. Но здесь важен контекст. Павел говорит не о том, что человек обязан всю жизнь работать наемным сотрудником на дядю Васю. Павел осуждает людей, которые не хотят трудиться и живут за счет других, хотя они способны работать самостоятельно. В стихе «Если кто не хочет трудиться, тот и не ест». То есть говорится о людях, которые ничего не делают, а просто суетятся. Павел призывает их, спокойно работая, свой хлеб есть. То есть принцип не паразитировать на других людях, иметь возможность обеспечивать себя самому и вести достойную жизнь. Но это не то же самое, что значит обязательно работать 40-60 часов в неделю прямо до самой смерти. Нет, к этому Библия не призывает. К тому же Библия нигде не говорит, что человек обязан всю жизнь работать именно за зарплату. Это очень существенное различие. В Библии есть землевладельцы, владельцы домов, скотоводы, торговцы, предприниматели. Упоминаются люди, живущие на доход от имущества, богатые люди, наследство, накопленное имущество. Это все понятия из Библии. То есть сама идея «я создал капитал, а теперь мой капитал приносит мне доход» – это не антибиблейское. То есть Библия, она не против, что вы создали капитал, и потом это приносило вам доход, и вы сидели и уже пожинали плоды своего труда, не работая. То есть Библия не требует, чтобы человек обязательно продавал свой труд работодателю, терпел унижение от него до конца жизни. Нет, конечно, такого нет в Библии. Библия, она не против человека, но она и не за тунеядство, за чужой счет, быть альфонсом, содержанкой. Конечно, содержанка здесь не приветствуется, но Библия не говорит, что вы должны быть рабами, ни в коем случае. Более того, Библия очень положительно относится к накоплениям денег, сбережениям. Вот, например, в притче сказано: «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Муравей заготавливает летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою». Это фактически принцип работать, создавать свой запас, а потом использовать запас позже, уже не работая, как муравей. То есть идея финансовой подушки, накопления, подготовки к будущему, она вполне соответствует библейской мудрости этой. Есть даже библейский принцип капитала, который должен приносить доход. Очень важная притча Иисуса Христа, притча о талантах.
значит, от Матфея. Хозяин раздает слугам капитал. Одному 5 талантов, другому 2, третьему 1. Двое используют полученный талант и увеличивают капитал, а третий просто закопал его в землю, сохранил. Когда хозяин возвращается, он осуждает именно третьего. Это не является прямым учебником, конечно, по инвестициям, но принцип очень интересный. Полученные ресурсы предполагается использовать, а не просто бездействовать и их где-то вот закопать. И поэтому вполне можно увидеть в этой притче библейскую идею ответственного управления капиталом. То есть в Библии говорится, как управлять капиталом. К тому же Библия не говорит, что богатство само по себе это грех. Это тоже распространенное заблуждение. Библия говорит: ибо корень всех зол есть сребролюбие. Послание к Тимофею. Обратите внимание, речь идет не о деньгах как таковых, а о сребролюбии, любви к деньгам. То есть не про деньги говорится, а именно любовь к деньгам. Сам Павел продолжает говорить о богатых. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, а не воровством. Были щедры и общительны. То есть богатство поощряется, если они добрые дела потом делают. Не так, что вор раздает бедным людям какие-то блага, и это поощряется, то, что он с помощью воровства, мошенничества и другим людям приносит беду, а сам обогащается, а потом это раздает или строит церкви, и вот теперь он хороший. Нет, об этом в Библии такое не говорится. То есть богатство тоже должно быть достигнуто не каким-либо любыми грязными путями, а добрыми путями, если это возможно. Но в наше время разбогатеть честными путями, наверное, это невозможно. А не, наверное, а точно. В Библии, по крайней мере, честным трудом, не используя, не унижая других людей. И потом этим богатством еще и делиться надо. В реальной жизни, чтобы богатые там честным трудом каким-то накопили, это, конечно, на грани фантастики. То есть христианство не требует от каждого человека: стань бедным, никогда ничего не имей. Нет, вы можете иметь богатство, но такими добрыми путями, которые не против Господа Бога, не противоречат Библии, не воруй, не укради, не убей, вот такими вот честными путями, и еще раздавай свое имущество, раз ты богатый. Вот что в Библии сказано. То есть богатство допускается, но оно должно и использоваться тоже правильно. И вот появляется у нас принципиальная разница между пассивным доходом и ленью. Допустим, вариант А. Человек 20 лет работал, откладывал деньги, приобрел свою недвижимость, квартиру, теперь получает арендный доход. Он продолжает заботиться об имуществе, помогать своей семье, заниматься благотворительностью, развиваться, делать какие-то полезные вещи. Библия не дает оснований считать такую жизнь грехом. Нет, это разрешено. Он накопил, теперь может получать доход от квартир. Вариант Б. Человек здоров, способен работать, но говорит: я ничего делать не хочу, пусть родственники меня содержат. Вот это уже совсем другая ситуация. Именно такое отношение Библия осуждает. Библия даже допускает состояние, когда человек перестает трудиться. В Ветхом Завете существовал субботний принцип. В Исходе говорится: 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7 – субботу Господу Богу твоему. То есть библейская модель вообще не выглядит как работа без остановки. Нет, конечно, должны быть выходные там. Работа, да, но существует и отдых, прекращение обычного труда и восстановление, время на восстановление. В Ветхом Завете существовали даже более длительные периоды отдыха. Субботний год. Послание к Левитам говорит: субботний год. Иисус, он, то есть не проповедовал культ постоянной работы. Посмотрите на слова Иисуса. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житнице, и Отец ваш Небесный питает их сам. Послание от Матфея. И дальше. Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся и не придут. Послание от Матфея. Но это не означает, что Иисус учил: не работайте вообще и будьте трутнями или бездельниками, потому что уже в том же Новом Завете Иисус и апостолы неоднократно говорят о труде. Тут скорее смысл такой: не превращайте добывание денег в абсолютный смысл существования и не живите в постоянном страхе о завтрашнем дне.
По поводу, говорит ли Библия пахать как раб, ну нет, Библия вообще далека от идеи, что человек должен быть экономическим рабом. В Ветхом Завете прямо существовали ограничения рабства и отношения к работнику. Например, в Библии сказано: «Не обижай наемного работника, в тот же день отдай плату его». Это сказано во Второзаконии. А в Новом Завете сказано: «Достоин работник награды своей». Послание к Тимофею. И Иаков резко осуждает богатых, которые удерживали заработок у работников. «Вот плата, удержанная вами работников, пожавших поля ваши, вопиет». То есть библейская модель совершенно не выглядит так, что работник должен бесконечно терпеть эксплуатацию как раб, потому что Бог велит ему работать. Нет, такого нет. Господь Бог не унижает человека, Он не призывает его быть рабом или сутками пахать, или постоянно быть наемным работником. Нет, разрешено быть и директорами и так далее, и богатство. Все разрешено по Библии. Более того, то есть Библия разрешает человеку пользоваться результатом своего труда, о чем я говорила ранее. Есть красивый принцип в Экклесиасте. Нет для человека ничего лучше, как есть, пить и услаждать душу свою от труда своего. И похожая мысль. Вот еще что я видел доброго и приятного. Есть и пить, и наслаждаться благом во всех трудах его. Экклесиаст. То есть труд не является наказанием каким-то. То есть работа — это не наказание, от которого человек никогда не должен отдыхать. То есть человек имеет право наслаждаться плодами своего труда. Есть, пить, там, отдыхать. Но отдых не развратный, естественно, потому что Библия такое недопустимо. По Библии разрешено жить на доход от капитала. То есть, если сформулировать строго, да, сама по себе жизнь на доход от капитала не противоречит Библии. Библия не устанавливает правил, что каждый взрослый человек обязан ежедневно выполнять физическую работу, иначе он грешник. Нет, такого правила в Библии нет. Напротив, в Библии существует наследство родственников или кого-то там, имущество, земля, виноградники, все можно использовать, стадо использовать, чтобы приносил доход, торговля, капитал, богатые люди, доход от собственности. То есть человек вполне может сказать: я достаточно поработал, создал капитал, теперь живу на доход от него. И это не грех. Но есть 3 библейских условия. Первое — не быть ленивым. Если человек способен что-то делать, но осознанно выбирает полную праздность, хочет, чтобы его содержали другие, это противоречит принципу не лениться. Второе — не делать деньги своим богом, то есть сребролюбие нельзя. Иисус говорит: не можете служить Богу и мамоне, от Матфея. То есть проблема возникает, когда деньги становятся целью жизни вашей, вы гонитесь за ними, все, любите деньги. И третий принцип — использовать свое благополучие не только для себя, надо раздавать бедным. Богатым христианам Павел говорил быть щедрыми и общительными, и богатым добрыми делами. То есть библейский вопрос не только сколько у тебя денег, но и что ты сделаешь с тем, что тебе дано, с своим богатством, будешь ли ты раздавать его. Поэтому можно представить 4 совершенно разные ситуации. Я работаю, чтобы выжить. Это нормальный труд. Я работаю, накопил капитал и теперь могу не работать. Тоже допустимо по Библии. Я не работаю, потому что занимаюсь семьей, детьми, служением, творчеством или другой полезной деятельностью. Это тоже, но это тоже нормально, но это не то же самое, что я лентяй, поэтому занимаюсь семьей. Нет, это нельзя сравнивать с ленью. И 4-й принцип: я здоров, ничего делать не хочу, хочу, чтобы меня содержали. Вот здесь Библия осуждает такой подход к жизни. Самое интересное, что в Библии есть идея трудиться своими руками, но не обязательно всю жизнь. То есть Павел пишет, чтобы вы старались жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками. Послание к фессалоникийцам. Обратите внимание на цель, чтобы вы ни в чем не нуждались. Трудитесь. То есть работа здесь средство достойной самостоятельной жизни, а не самоцель. Это очень важное различие. Библия не говорит, что работа — это высшее предназначение человека или наказание. Нет. Она говорит о труде как о нормальной части человеческой жизни, ответственности обеспечить себя и других. А если, например, человек накопил столько, что ему больше не нужно работать,
С библейской точки зрения я бы задала ему вопрос человеку: а почему ты не работаешь? А 3 других, откуда у тебя эти деньги? Ну, с точки зрения Библии вот такие вопросы возникают. Откуда эти деньги? Не получены ли они нечестно с помощью воровства, убийства и прочих нечестивых способов? Что ты делаешь со своей свободой? Тратишь ли всю на роскошь, на рестораны, пьянки и прочее, на тряпки, на себя, или используешь часть ресурсов для семьи, для других людей, помогаешь ли бедным? И не превратилось ли богатство в идола? То есть, если человек имеет 50 миллионов, спокойно живет на доход от капитала, на пассивный доход, помогает другим еще, занимается семьей, развивается, занимается полезным телом, сам факт отсутствия работы не делает его грешником или лентяем. Нет, это не грешно. Еще одна очень интересная мысль по Библии. Библия предлагает человеку не просто модель жизни, вот работай, получи зарплату, трать и снова работай. Нет, в ней гораздо более широкая идея в Библии. Труд, то есть работай. Дальше имущество купи, плод твоего труда. То есть, может быть, ты получаешь арендную плату от квартиры или от банка, проценты, пассивный доход. Достаток уже есть у вас. Дальше щедрость, помогай бедным. И отдых. А когда у вас есть финансовая независимость, вы можете посвятить свою жизнь и служение Богу и людям. То есть, когда работа у нас отнимает все время, нервы, все отнимает. Кровопийцы, там начальники, люди окружающие, не обязательно начальники. То есть, окружающие люди выпивают всю кровь, нам ни до чего. А когда у нас финансовая независимость, у нас появляется больше времени на отдых, появляются мысли служить, уже появляется время служить Богу и людям. То есть, если, конечно, вы не потратите свою жизнь на гулянки по ресторанам. То есть, есть выбор у человека. Кто-то ходит по барам, ресторанам, у них есть пассивный доход от родителей или от кого-то, а кто-то выбирает служение Богу и людям. Поэтому пассивный доход, как финансовый инструмент, сам по себе не является каким-то небиблейским. То есть, Библия за пассивный доход, если он честными трудами приобретен. А Библия выступает против жадности, когда у вас есть деньги, против лени, против рабства, эксплуатации других. То есть наемный работник, его труд должен быть в этот же день оплачен. То есть против эксплуатации других, против нечестного обогащения, против поклонения деньгам. То есть сребролюбие это называется в Библии. То есть Библия за принцип: я много работал, разумно накопил, создал капитал, теперь он обеспечивает мою жизнь, поэтому я больше не обязан продавать свое время за зарплату, не обязан работать на дядю Васю. То есть такого запрета в Библии на такую жизнь, конечно же, нет. Даже более того, библейская идея отдыха показывает, что Бог не требует от человека быть бесконечной машиной для труда. Мира вам и добра. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, я обязательно отвечу на них. Пишите, какие вы темы вы хотели бы в дальнейшем услышать, что вас интересует. Спасибо, что вы у меня есть. Подписывайтесь на наш канал, чтобы он имел дальнейшее развитие, чтобы вы могли видеть как можно больше, чтобы я могла освещать как можно больше интересующие жизненные темы, чтобы вы получали какие-то познавательные, что-то познавательное, знания. Благодарю вас. Пусть Господь Бог бережет вас всех от опасности, от бед, от трудностей. Пусть Господь Бог будет вам утешением, надеждой, верой, вашей помощью.